Всем привет! В этом видео я расскажу вам о случае на трассе, случившейся со мной при перегоне экскаватора-погрузчика, и как я поступил в данной ситуации. В общем, я перегонял экскаватор-погрузчик на объект за 80 км от города. При движении по региональной трассе я двигался с максимальной скоростью 40 км в час. В основном на данной трассе имелась только одна полоса для движения в каждую сторону. И понимая, что другим участникам движения иногда бывает сложно обогнать меня, я по возможности старался пропускать позади едущие автомобили. Где это возможно, прижимался вправо, где-то помогал поворотниками. Но я никогда не передвигаюсь по обочине и не понимаю тех, кто это делает. Ведь в ПДД имеется статья 12.15, разъясняющая данную ситуацию. Получается, для того, чтобы сделать приятно совершенно незнакомому человеку, они рискуют получить штраф. Где логика? Такая же ситуация и с полосой для движения маршрутных транспортных средств, так называемая автобусная полоса. Статья 12.17 разъясняет это. Так вот, на определенном участке дороги, где была прерывистая разметка, позади движущиеся транспортные средства совершили обгон моего экскаватора-погрузчика. И все бы ничего, но один не совсем адекватный водитель фуры в последний момент решил приступить к обгону. И, видимо, почувствуя, что не успевает завершить обгон до сплошной, решил просто резануть меня. Возможно, он думал напугать меня, чтобы я затормозил. Но я не из пугливых людей, да и особой возможности для этого у меня не было. В общем, шаландер чиркнул своим бортом об мой фронтальный ковш. Столкновения я практически не почувствовал. Так, легкое покачивание экскаватора-погрузчика. Я сразу же остановился на обочине. Шаландер же упылил дальше, даже не остановившись. Я осмотрел ковш, на нем только грязь немного слетела. Никаких повреждений не было. И я подумал, если я покину место ДТП, а фура вернется, то я могу от этого пострадать. Я вызвал ГИБДД. Правда, дозвонился раза так с 15-го. Пришлось ждать их около часа. Приехали сотрудники, посмотрели видео и говорят: у тебя есть к нему претензии? Я говорю: нет, лишь бы проблем не возникло в связи с оставлением места ДТП. Составлять протокол, видимо, сотрудникам было лень. И мы сошлись на том, что мой вызов имеется, запись регистратора имеется, поэтому я могу продолжать движение. Конечно, было жалко потраченного времени, но лучше так перестраховаться. А удивляет в этой ситуации наглость дальнобойщиков. Ведь это не единичный случай. Кого набрали в водители больших грузов? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. В комментариях изложите свои мысли по поводу случившегося, только без мата. Всем до скорого, пока.